Хей-йо! Злобный котик в эфире. Пока кипит работа над всеми нами долгожданным гайдом форварда, позвольте мне разбавить атмосферу очередным роликом на тему общей информации об этой игре. Считайте это своеобразной третьей частью первых шагов. Расскажу я вам сегодня про такое понятие, как классы в Эдене. Всего их 4. Спасатели, саппорты, мансеры и декодеры. О каждом из этих классов более подробно я скажу позже. Сейчас же мне хочется заострить ваше внимание на том, что IV — это не ММО или подобная им игра, где вы выбрали класс и довольствуетесь одной механикой на всех. Здесь мансеры могут спокойно выполнять роль саппорта, а декодеры, сломя голову, бежать спасать. Именно поэтому стоит с самого начала привыкать к тому, что единой тактики на всех персонажей одного класса нет. Есть какое-то общепринятое понятие о том, что от этого класса в первую очередь требуется, а остальное — это издержки опыта и стиля игры. Если бы в IV хотели строгое распределение ролей, то спасатели бы не смогли декодить, а за подхилом пришлось бы бегать к саппортам. Поэтому в гибкости персонажа Эдена есть свой огромный плюс, но он также является своеобразным минусом, потому что порой вам ради победы придется извратиться так, чтобы сыграть роль всех 4 классов одновременно. Все, о чем будет говориться далее, это скорее субъективное мнение, с которым вы вполне можете не соглашаться. Но если оно вам интересно, то хоть и поздновато, но приятного просмотра. Я начну с самого, по моему мнению, простого в освоении класса, постепенно продвигаясь к самому сложному. Повторю на всякий случай. Говорить я буду о классах, а не об отдельных персонажах. А вас в комментариях приглашаю написать о том, какой, по вашему мнению, класс является самым простым, а какой самым тяжелым в реализации. 4 место. Мансеры. У них нет критичных дебафов, будь то скорость перелаза или декодинг, а способности большинства из них заточены на то, чтобы отбегать как можно больше времени. Именно поэтому я считаю, что это самый лучший вариант для новичков, потому что каждому из нас поначалу сложно дается понять то, как стоит мансить и тратить время охотника. Способности мансеров нам помогут познакомиться с механикой игры и принципами мансов в целом. Нередко мансеры берут адрик и бусты, однако это не значит, что спасать и саппортить они не должны. Если того требует победа, мансерам придется помогать тиммейтам всеми способами. 3 место. Спасатели. Не спешите кидаться в меня всем, что попадется под руку. Я не обесцениваю этот класс, ставя его на подобную позицию. На самом деле, если бы не сильные дебафы на декод, то роль спасателей находилась бы на 4 месте по простоте освоения просто потому, что охотники нередко игнорируют персонажей этого класса в начале игры. А все из-за их способностей и предметов, которые наточены на мансы и выживание, потому что им нужно остаться на ногах для будущих спасений. Большинство спасателей дольше сидят на стульях, а это значит, что ман потеряет гораздо больше времени, если будет ловить их. Но все-таки вы должны понимать, что на этот класс возложена очень важная роль. Одно неправильное спасение в 9 из 10 случаев просто заруинит всю катку. Поэтому у вас уже должен быть хоть какой-то опыт и общие понятия о спасениях, прежде чем вы отправитесь за персонажа этого класса покорять ранги. Спасатели берут часы. Исключения почти исключены. Простите за тавтологию. 2 место. Саппорты. Вот она, моя любимая роль в этой игре. Саппорты в основном почти не имеют дебафов, но и особых бафов при них тоже нет. Плюс, почти все персонажи этого класса не могут отказаться от своего предмета, поэтому это, имхо, вполне сбалансированные персонажи. Этот класс рассчитан на поддержку мансующих тиммейтов, что может очень помочь в сложных ситуациях, а порой и спасти матч от откровенного поражения. Порталы, совы, лассо и прочее – все это нужно, чтобы помогать себе и тиммейтам. Но декодинг и остальное тоже страдать не должны. На саппортах немного сложнее мансить, именно поэтому, чтобы хорошо реализовать этот класс, нужно уже иметь базу навыков в мансах. 1 место. Декодеры. Самая слабая сторона этого класса – это неприспособленность к мансам. А что необходимо для того, чтобы ман вас не положил за 5 секунд? Мансить. Именно поэтому я считаю, что декодеры – это сложнейший класс в этой игре. Люди, которые хотят играть именно этими персонажами, должны уметь мансить даже со всеми дебафами на скорость перелаза и с отсутствием способностей и предметов, помогающих мансить. Если декодера нашли первым, а он в душе не понимает, как вообще жить, то этот матч обречен на проигрыш. Только при очень потной поддержке команды можно будет вытянуть ничью, но стоит ли быть подобной обузой для тиммейтов? Декодеры обязаны обеспечить команду генрашем вне зависимости от того, кого ман нашел первым. Если не декодера, то он генрашит сам, а если его, то нужно отмансить так, что даже Мерк заведет свою машинку до того, как декодер сядет на стул в первый раз. Вот таким сумбурным получился мой краткий экскурс по классам IV. Конечно, многие из вас навряд ли узнают отсюда что-то новое, однако я все еще верю, что комьюнити нашего фандома будет еще расти,
а вместе с ним и надежда на отдельный евросервер с зеленым пингом. Ладно, в любом случае, мне просто хотелось аккуратно намекнуть о том, что не надо пикать декодера, чтобы слиться за пару секунд и писать, что саппорт и фигня. Приятной вам игры и богичных мансов от декодеров вашей тимы.